Друзья мои, сегодня я хочу сказать вам нечто такое, что может изменить ваше восприятие ваших трудностей, задержек и даже разочарований. Возможно, вы пока этого не видите, пока не чувствуете, но я обещаю вам, небеса уже действуют ради вас. Тишина, в которой вы живете, это не отсутствие, это подготовка. Задержка, которую вы терпите, это не отрицание, это божественный промысел. Вы стоите на пороге сверхъестественной трансформации, и я был послан, чтобы сказать вам, Бог собирается сделать что-то большое в вашей жизни. Что-то неожиданное. Что-то могущественное. Что-то вечное. Но чтобы вы это получили, чтобы по-настоящему открыть дверь, которая слишком долго оставалась закрытой, вы должны остаться со мной до конца этого послания. Потому что есть скрытый ключ, священная тайна, ожидающая своего раскрытия. Она может открыть ту самую дверь, в которую вы стучитесь со слезами, молитвами и вопросами без ответов. Да, ты. Ты, кто плакал за закрытыми дверями, кто отдавал и отдавал, но все равно чувствовал себя опустошенным. Ты, кто был верен, но сломлен. Кто сеял семена веры, но не видел урожая. Я обращаюсь прямо к духу в тебе, который устал, но не сдается. Ты смотришь это не случайно. Тебя привлек сюда божественный замысел, потому что начинается ваш сезон божественного откровения. Это не просто очередное сообщение, это пророческое прерывание в разгар твоей битвы, твоего бремени, твоей бури. Бог проникает прямо сейчас в твою боль и шепчет: «Я не забыл тебя. Я не отказался от своего обещания. Завет все еще в силе. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Слушайте внимательно, это сообщение несет в себе звук вашего прихода, прорыв. Но оно скрыто. И, как и все святое, дарованное Богом, оно должно быть открыто. Вера. В глубине вашего хаоса погребена тайна. Обещание, все еще погребенное в пепле. И то, что я собираюсь рассказать, то, что вы услышите, только если дослушаете до последнего слова, может быть, очень подтверждение вы молились. Но позвольте мне предупредить вас, не все получат это. Потому что только те, кто жажда благословения, найдут дверь. Только те, кто не сдастся, как бы это ни выглядело, получать чудо, который уже находится в движении. Позвольте мне прояснить, это. Божье изобилие не задерживается, оно замаскировано. Скрыто под трудностями. Скрыто под испытаниями. Скрыто за тем, что кажется неудачей. Но что, если я скажу вам, что неудача была подставой? Что закрытая дверь на самом деле была вашей защитой? Что то, что враг использовал, чтобы опозорить вас, станет платформа вашего свидетельства? Вы поверите. Потому что прямо сейчас, в этот самый момент, что-то меняется. Ветер меняется. Небеса откликаются. И хотя доказательства пока не появились, обещание уже было подписано в зале суда на небесах. Я хочу спросить вас, останетесь ли вы со мной до конца этого сообщения? Потому что откровение, которое я несу, не предназначено для случайного слушателя. Это для отчаявшихся. Для жаждущих. Для тех, кто все еще верит, что одно слово от Бога может все изменить. Заветное обещание я открою позже, библейский образец в этом и заключается секрет вашего преображения. Момент из Писания, который точно отражает то, с чем вы столкнулись. Но вы должны пройти этот путь вместе со мной, шаг за шагом, слой за слоем, до последней молитвы. Вы зашли слишком далеко, чтобы остановиться сейчас. Врагу очень хотелось бы, чтобы вы пролистали страницу и упустили момент, когда Бог решил прервать вашу обыденность чем-то необычным. Поэтому я призываю вас, поднажмите. Откройте свое сердце. Наклонитесь вперед духом. Ведь то,
что начинается сегодня, может ознаменовать и отправная точка вашего наследства, твой финансовый релиз, твой сверхъестественное исцеление, твое личное возрождение, точка благословения уже движется в твоем направлении. Но ты должен следовать этим путем. Ты должен завершить то, что начал Бог. То, что я сейчас расскажу, потрясет вас. Потому что это откроет скрытая связь между бедностью и предназначением, между борьбой и богатством, между ожиданием и божественное изобилие. Но прежде чем выйти на свет, нужно сначала осознать тьму, в которой вы бродили. И именно туда мы и отправимся дальше. Но выслушайте меня. Прежде чем Бог изольет что-то великое в вашу жизнь, есть знаки, священные знаки. Безмолвные знаки. Знаки, которые на первый взгляд совсем не похожи на чудеса. Знаки, которые проявляются в форме потеря, в форме путаница, в виде дверей, которые внезапно захлопываются. И если вы не обращаете внимания, если ваше сердце все еще привязано к естественному, вы ошибочно истолкуете эти знаки как наказание, хотя на самом деле эта подготовка. Бог никогда не действует, не послав предварительно сигнал тем, кого Он собирается возвысить. И ты, мой друг, сейчас получаешь этот сигнал. Когда Он закрывает двери, которые, как ты думал, должны оставаться открытыми, Он не отвергает вас, Он направляет вас в другую сторону. Когда Он забирает людей, которых вы считали постоянными, Он не бросает вас, Он обрезает вас. Когда деньги иссякают, когда планы рушатся, когда кажется, что благосклонность исчезает, не позволяйте страху сказать вам, что все кончено. Пусть вера шепчет, что ты ближе, чем когда-либо, потому что до наводнения избыток богатства и чудеса, когда они открыты, Бог всегда меняет расположение сердца того, кого Он собирается благословить. И это изменение ощущается как нарушение. Вы когда-нибудь останавливались и спрашивали себя, почему это происходит сейчас, именно тогда, когда вы наконец-то добились прогресса? Именно тогда, когда у вас было достаточно сил, чтобы снова поверить. Именно тогда, когда вы думали, что все меняется, ветер внезапно изменил направление. Вас отбросило назад. Возможность исчезла. Отношения рухнули. Финансы снова стали туго. И вы стояли там, на руинах очередной неудачи, спрашивая Бога, помнит ли Он ваше имя. Позвольте мне сказать вам, Он не только помнит, Он движется. Но Его действия в духе не всегда выглядят как благоволение во плоти. Это божественный парадокс, что величайшие приготовления Бога часто совершаются под маской боли. Семя должно упасть в землю, прежде чем стать деревом. Алмаз должен выдержать давление, прежде чем засияет. И ваш дух, ваша судьба должен быть испытан, прежде чем сможет вынести бремя наследования. Бог припас для тебя. Итак, каждое испытание, через которое вы прошли, каждое разочарование, каждая задержка – это не просто глава вашей истории. Это подсказка. Священная хлебная крошка, оставленная позади, которая приведет вас к двери вашего следующего прорыва. Понимаете, то, что мир называет поломкой, Бог называет подставой. То, что выглядит как крах ваших финансов, отношений, вашей личности, это не ваша погибель, это пробуждение. Это Бог потрясает фундамент того, что не может поддерживать избыток, Он готовится излить. И если бы Он не потряс ее, вы бы согласились на меньшее. Вы бы приняли посредственность. Вы бы спутали утешение с призванием. Поэтому вместо этого Он допускает потрясение, не для того, чтобы уничтожить вас, а чтобы до основания вас разоблачить к вере, чтобы следующее благословение коснулось не только вашего банковского счета, но и ваш дух, твой личность, весь ваш судьба. Позвольте мне остановиться здесь и сказать это ясно. Если это слово уже говорит с вашим духом, поставьте лайк к этому видео прямо сейчас, не только для того, чтобы поддержать это сообщение, но и как акт соглашения. Ваш лайк – это больше, чем просто участие. Это сигнал на небеса, что вы настроены, вы готовы, вы слушаете. Это ваше цифровое «Аминь» истине,
которое Бог не закончил с тобой, Он только начинает. И кому-то другому, пролистывающему страницу, тоже нужно это увидеть. Поэтому, когда вам это нравится, вы расширяете охват этого откровения. И, возможно, это именно то действие, которое Бог использует, чтобы пробудить кого-то от духовного сна. Давайте углубимся. Позвольте мне показать вам карту. Потому что я не хочу, чтобы вы просто пережили свой шторм, я хочу, чтобы вы прочитали это. Чтобы понять это. В этом сезоне дикой природы есть божественная логика. И, увидев ее, вы уже никогда не будете смотреть на свою боль прежними глазами. Когда Бог собирается изменить вашу атмосферу, Он начинает с изменения ваших моделей поведения, ваши привычки теряют устойчивость. Ваш распорядок дня рушится. То, что раньше приносило утешение, теперь кажется пустым. Вы теряете интерес к вещам, которые когда-то притупляли боль. Это не совпадение, это посвящение. Когда Бог собирается что-то сделать, Он говорит с чувством дискомфорта, Он лишает вас покоя там, где вы когда-то чувствовали себя в безопасности. Вы начинаете ощущать диссонанс между тем, кто вы есть, и тем, кем вы становитесь. И это напряжение священно. Это давление священно. Не бегите от него. Прислушайтесь к нему. Потому что это указатель небеса подают вам сигнал. Подготовьте почву. Жатва уже близко. И послушай меня, урожай будет не маленьким, это будет необычно. Благословение, которое формируется в тайне, имеет вес годы ожидания, десятилетия разочарований, поколения безответных молитв. Вы пожинаете не только плоды для себя, вы пожинаете то, о чем плакала ваша мать, о чем молилась ваша бабушка. Вы – судно многопоколенческого обещания. Вот почему огонь был таким сильным. Вот почему обнажение было таким болезненным. Потому что тебя превращают во что-то непоколебимое, во что-то вечное, во что-то несокрушимое. Тяжесть твоего призвания требовала более глубокого сокрушения. И я знаю, это было больно. Я знаю, ты спрашивал Бога, почему Он допустил, чтобы все произошло именно так. Но что, если я скажу тебе, то, что тебя сокрушило, создало в тебе потенциал. То, что ты думал убьет тебя, на самом деле освободило место для большего Его услуга, большее Его наследование, большее Его благословение. Вот почему дверь должна была закрыться. Вот почему им пришлось уйти. Вот почему деньги не пришли, когда ты хотел. Не потому, что ты был недостоин, а потому, что ты благословение измерялось для вашего духа, а не для ваших временных рамок. К небеса не торопятся, но и не забывают. И каждое «нет», которое ты получил, было лишь оберткой для будущего «да», с которым ты пока не мог справиться. Бог хранит свои благословения молчанием. Он готовит своих избранных бурями. И ты, возлюбленный, одновременно защищен и избран. Итак, теперь я хочу показать вам нечто еще более глубокое. Ведь существуют не только знаки, предшествующие чудо, эти знаки многослойны. Они появляются волнами. Первый признак – внезапный дискомфорт. Сотрясение окружающей среды. Второй признак – разделение. Бог лишает вас доступа к определенным голосам, пространствам и возможностям. Он изолирует вас, чтобы вы могли слышать только Его. Третий признак – духовная жажда, внезапная жажда большего, более глубокого, истины, выходящей за рамки логики. И, наконец, четвертый знак – это то, что я называю святая боль. Это тихая скорбь от еще не реализованного потенциала. Ощущение, что что-то приближается, даже если ты не можешь это назвать. Если вы почувствовали эти 4 признака, ты не сумасшедший. Тебя зовут. Это не совпадение.
Это координаты. Дух Божий ведет вас по пустыне не для того, чтобы вы блуждали, а чтобы вы пересекли ее точка впереди, земля обетованная. И она течет не только с молоком и медом, она течет с восстановлением, ресурсами, отношениями, богатства и мудрость. Но карту можно прочитать только глазами веры. Путь может быть не виден, но славонадежно. И то, что Бог скажет о твоей жизни, не возвратится тщетным. Так что будьте внимательны. Запишите это. Эти знаки – сигнал о том, что дверь твоей судьбы открывается. Но каждая открытая дверь имеет свое решение – пройти через него или подождать. И если вы хотите пройти через него, если вы готовы наконец получить избыток, это было отложено, но не отвергнуто, тогда оставайтесь со мной. Потому что в следующей части этого послания я собираюсь перенести вас в момент из Писания, где все это разворачивалось в реальном времени. Историю, которую вы уже слышали, но никогда не слышали в таком виде. Божественный замысел, отражающий вашу собственную ситуацию. И в этой истории ключ, чтобы совершить свой следующий прорыв. Но прежде чем мы перейдем к этому, остановитесь. Поразмышляйте. Вдохните присутствие Бога прямо там, где вы находитесь. Не торопитесь пропустить этот момент. Потому что это больше, чем просто видео. Это откровение, небеса остановились, чтобы поговорить с тобой. И ваши дальнейшие действия могут либо усилить задержку, либо освободить судьбу. Следующая глава начинается сейчас. В Писании мы снова и снова видим эту модель, божественную логику, духовная последовательность которой Бог не нарушает, а, напротив, чтит. Священный порядок, который гласит: прорыву всегда предшествует битва. Благословению всегда предшествует испытание. Изобилию всегда предшествует боль. Чуду всегда предшествует момент, когда кажется, что все рушится. Это не наказание. Это не отвержение. Это уточнение. Это огонь, который проверяет металл твоего призвания. Да, Джозеф носил королевские одежды, но лишился одежды, подаренной ему отцом. Бросил в яму. Продал в рабство. Забыл в тюрьме. Предал даже самый близкий. Сколько раз он спрашивал: почему это происходит со мной? Сколько ночей он пролежал в темноте темницы, размышляя, не забыл ли Бог мечту, которую он когда-то вложил в его сердце. И все же, когда фараону нужен был кто-то с мудрость, дисциплина и пророческая проницательность, Иосиф был готов. Почему? Потому что яма воспитала в нем смирение. Тюрьма научила его вере. Предательство научило его прощать. Подготовка предшествовала повышению. И я спрашиваю тебя сейчас, как Бог спросил Иосифа в тишине: что, если тюрьма готовит тебя? Что, если задержка не для того, чтобы навредить тебе, а для того, чтобы сформировать тебя? Что, если отвержение было не врагом, а рукой Бога, забирающей то, что не могло пойти с тобой во дворец? Да Моисей смело предстал перед фараоном и заявил: «Отпусти народ мой». Он был изгнан в пустыню на 40 лет. Отвергнут своим народом. Преследовался тем самым народом, который он когда-то называл своим домом. Вы когда-нибудь чувствовали себя изгнанным? Словно Бог послал вас? Словно ваш дар был погребен под годами незрения и невоспетости, но там, в тишине Мадиама, Бог учил Моисея, как пасти овец, прежде чем доверить ему народ. Он учил его ходить по пустыне, чтобы, когда придет время, Моисей знал, как провести людей через сухие места. Бог никогда не тратит впустую дикую природу. Он использует ее как священный полигон. Да Давид, держа корону Израиля, он был забыт собственным отцом. Оставлен в поле с овцами, пока пророк пришел помазать следующего царя. Братья насмехались над ним. Саул преследовал его.
И все же он писал псалмы в пещерах. Он поклонялся Богу, скрываясь. Он почтил того самого человека, который хотел его убить. Почему? Потому что он понимал, что тяжесть призвания требует глубины сердца, вы не сможете носить корону, пока не научитесь преклоняться. И некоторые из вас прямо сейчас преклоняются в темных местах. Преклоняются из-за депрессии. Преклоняются из-за нужды. Преклоняются из-за стыда. Но позвольте мне спросить вас вот о чем. Думали ли вы о том, что эта боль, возможно, формирует в вас короля или королеву? Что именно это давление формирует трон, на котором вы рождены восседать? Даже Иисус, да, и сам Иисус не был исключением из этого правила. До воскресения был крест. До чудес была пустыня. До силы была боль. Он был ведомый духом в пустыню, а не от него. Он постился. Он был искушаем. И его не понимали. И он страдал. Не потому, что он был слаб, а потому, что он был единственным достаточно сильным, чтобы вынести всю тяжесть того, что требовалось для искупления мира. И если Сын Божий не избежал огня, почему вы думаете, что избежите его вы? Почему вы считаете, что ваш прорыв должен произойти без срыва? Почему вы считаете, что ваше богатство должно прийти без пустыни? Позвольте мне сейчас обратиться напрямую к вашему сердцу. Вы обвиняете конфликт вместо того, чтобы извлечь из него уроки? Плакали ли вы над огнем, вместо того, чтобы осознать, что именно он закаляет вашу духовную сталь? Вас не уничтожают. Вас определен, преображен, освящен. Подготовлен. Точка разрушения – это не ваша цель, это процесс, который выявляет масло. И нефть – это то, где властит от точка помазания прорыв, точка, дверь которую ни один человек не может закрыть. Сколько дверей Бог закрыл перед вами не потому, что Он был зол, а потому, что Он защищал вас, сколько отношений развалилось не из-за вашей неудачи, а потому, что они были цепями, сковывающими вашу судьбу. Сколько рабочих мест, сделок, возможностей у вас отняли, и вы думали, что это враг, но на самом деле это Бог спас тебя от малости. Потому что если бы вы остались в той комнате с этими людьми под этой крышей, вы бы пропустили чудо, что грядет. Ему пришлось это остановить, чтобы он мог поднять тебя. Итак, позвольте мне спросить вас еще раз, хотите ли вы по-прежнему нести ответственность за обещание, если для этого требуется процесс? Хотите ли вы все еще изобилие, если оно требует самоотдачи? Хотите ли вы все еще наследство, если оно означает пройти по сухой и одинокой пустыне, прежде чем вкусить молоко и мед? Потому что Слово говорит: «Кому много дано, с того много и спросится, кому любим чудо». Но мы сопротивляемся формованию, мы взываем к благословению, но мы бежим от горения. И все же Он в горении, очищающий огонь духа, где очищается твой характер, где обостряется твое видение, где твое сердце становится достаточно святым, чтобы нести не только богатство, но и мудрость. Речь идет не о временной выгоде. Речь идет о вечном наследии. Бог благословляет не только ваше сегодняшнее, Он готовит ваше завтра, и некоторые из вас прямо сейчас находятся в духовной кузнице, жарко, больно, тихо, одиноко, но не путайте огонь с неудачей. Бог есть, очищая свои мотивы, освещая свои намерения, отбрасывая лишнее, потому что следующий уровень благосклонности требует, чтобы вы были свободны от эго, от страха, от компромиссов. Он не просто открывает вам дверь, Он создает ключ внутри тебя. И я вынужден спросить еще раз, и очень срочно, за что ты держишься, что Бог уже осудил? За что ты все еще борешься, что Бог уже отнял? Вы откладываете свой урожай, отказываясь отпустить прошлое. Вы все еще плачете о сезоне, который Бог уже назвал завершенным. Как долго вы будете оплакивать то, от чего Бог уже отошел,
потому что пока вы не сдадитесь, вы не сможете получить. Бог не может наполнить то, что уже полно, и не может влить новое масло в старые мехи, трансформация требует опустошения, и это опустошение часто выглядит как потеря. Но это не потеря, это божественный обмен. Бог обменивает твою печаль на радость, твою скудость на изобилие, твои раны на мудрость, твою историю на святое будущее. Но Он не будет принуждать к обмену. Он ждет твоего «да». Поэтому теперь я должен спросить со всей любовью, но без компромиссов, готовы ли вы сказать «да» этому процессу? Да огню, да обрезке, да тишине, потому что прежде чем чудо станет видимым, оно должно стать укоренившееся в твоей душе, прежде чем богатство попадет в ваши руки. Оно должно быть сначала освящено в ваших руках, в сердце. Не завидуйте тем, кто благословлен без очищения, потому что их урожай будет мелким, но ваш урожай, да, ваш, будет глубокий, священный и продолжительный, потому что ты позволил Богу сделать глубокую работу. А глубина зовет глубину. Чем глубже страдание, тем сильнее слава, чем дольше задержка, тем тяжелее судьба, чем интенсивнее огонь, тем чище золото. И что теперь? Теперь выбирай сам. Оставаться в горечи или прильнуть к благословению. Цепляться за свою боль или позволить ей стать почвой для твоего чуда. Ты можешь выйти из этого огня обиженным, а можешь уйти помазанный. Но и то, и другое сделать невозможно. Огонь здесь для очищения, а не для разрушения. Позволите ли вы ему закончить начатое? Потому что в следующей части этого путешествия я собираюсь показать вам, как этот огонь, этот божественный дискомфорт не только часть вашей истории, но и ключ к вашему возвышению. То самое, чем враг пытался вас похоронить, станет фундамент под вашими ногами. Камень, который они отвергли, станет краеугольным камнем. Но сначала нужно понять, как пройти эту подготовку, и активируйте силу вашего завета с Богом. Мы еще не закончили. Вы зашли слишком далеко, чтобы останавливаться. Еще многое предстоит раскрыть, еще многое предстоит узнать. Секрет вашего следующего уровня ближе, чем вы думаете. Оставайтесь со мной, потому что то, что грядет дальше, может стать тем самым откровением, которое превратит ваш шторм в ваш урожай. Друзья мои, когда Бог собирается дать тебе что-то большое, ты это почувствуешь, да вы видите это. Задолго до того, как откроется дверь, задолго до того, как появится богатство, задолго до того, как свершится чудо, уже чувствуется движение к святое беспокойство. Тихий, но явный дискомфорт в вашем дух, как будто что-то меняется внутри вас, хотя вокруг, кажется, ничего не меняется. Это не тревога. Это не страх. Это не замешательство. Это божественное предвкушение, сигнал о том, что ваше текущее пространство больше не может вмещать ваши будущие задания. Некоторые из вас прекрасно понимают, о чем я говорю. Вы пытались вернуться к привычному ритму жизни, но он вас больше не удовлетворяет. Вы пытались вернуться к старой работе, к старой дружбе, к старому образу мышления, но что-то внутри вас продолжает говорить: тебе здесь больше не место. То, что когда-то приносило тебе покой, теперь кажется пустым. То, что раньше развлекало тебя, теперь огорчает твой дух. И ты задаешься вопросом: почему я чувствую себя настолько оторванным от того, что когда-то казалось мне знакомым? Я вам скажу почему. Ты перерос сезон, в котором ты все еще стоишь. Это отключение не является неудачей, это подтверждение. Это доказательство того, что вам не суждено оставаться там, где вы есть. Бог есть переопределение вашей территории, расширяя свои духовные границы, и, подобно беременной женщине, вступающей в последний триместр, ваша душа тянутся, чтобы нести что-то большее. Вы пока не видите благословения, но тяжесть этого уже лежит на вашем духе, это то давление, которое ты чувствуешь, когда молишься. Это боль в груди, когда молишься.
Это тоска, когда слышишь такие слова, как судьба, наследство, урожай, потому что что-то внутри тебя говорит: «Я родился для этого». Должно быть что-то большее. Посмотрите на Неемию. Он служил виночерпием у царя, должность, обеспечивавшая доверие, стабильность и относительный комфорт. Но когда пришла весть о разрушении стен Иерусалима, что-то в нем изменилось. Это была не просто грусть. Это были не просто эмоции. Это было божественное пробуждение, а сверхъестественные вызовы. Писание говорит: «Я сел и заплакал, и скорбел несколько дней, и постился и молился перед Богом Небесным». Это было не мимолетное чувство. Это был Бог, возбуждающий его дух. Неемия жил во дворце, но его цель была в руинах. Он чувствовал себя комфортно, но иго-звонок звал его на конфликт. И, возможно, это вы. Возможно, вы сидите в месте, которое кажется стабильным, но ваш дух скорбит. Вы выживаете в системе, которая больше не отражает вашу личность, и вы спрашиваете: почему я не могу просто быть довольным этим? Потому что Бог показывает вам то, чего другие не видят. Он дает тебе привилегированные знания. Доступ к инсайдерской информации. Пророческий дискомфорт. Вот в чем дилемма, не так ли? Напряжение между утешением и призванием. Между тем, чтобы оставаться там, где безопасно, и тем, чтобы войти в священное. Между сохранением прежней жизни и рождением новой. И мне нужно спросить тебя с любовью, но безотлагательно: чем вы готовы рискнуть ради того, что Бог вам обещал? Готовы ли вы быть непонятыми? Готовы ли вы отказаться от привычного? Готовы ли вы подчиняться перемешиванию, даже когда никто не видит то, что видишь ты? Потому что этот момент, это внутреннее беспокойство, касается не только ваших эмоций. Это касается ваших назначений. Это перемешивание пророческое свидетельство. Текущая версия вашей жизни слишком мала для вашего следующего прорыва. И вот правда, которую большинство людей вам никогда не скажут. Рост часто ощущается как горе. Ты оплакиваешь то, что покидаешь, и тоскуешь по тому, во что еще не вошел. Ты находишься между обещания и исполнения, между семя и урожай, между ключ и дверь. И в этом священном промежутке настоящая битва происходит не вокруг вас, а в пределах ты. Вы должны решить: вернусь ли я к выживанию или шагну к изобилию, притворюсь ли я, что это движение нереально, или последую за ним, как за компасом, в неизведанные края. Потому что, послушай меня, любимый, Бог не обязан благословлять то, что вы отказываетесь оставить позади. Нельзя цепляться за Египет и при этом унаследовать Ханаан. Нельзя носить траур и ожидать коронации во дворце. Трансформация начинается с вашей готовности сказать: «Я больше здесь не вписываюсь». Видите ли, Неемия не ждал идеальных условий. Он не ждал, пока все поймут. Он даже не ждал, пока у него будут все ресурсы. Он просто отреагировал на бремя, которое Бог поместил в его сердце, и когда он ответил, Бог все уладил. Король дал ему письма. Путешествие было разрешено. Ресурсы прибыли. Но ничего из этого не произошло. Когда Неемия сказал: «Да, невидимое бремя». И я говорю вам, то, чего вы ждете, это ожидание вашего послушания. Деньги, исцеление, прорыв, богатство, открытая дверь – все это по ту сторону вашего «да». Но вот священная тайна. Не все слышат это волнение. Не каждый может это распознать. Бог шепчет этот призыв только тем, кого Он избрал. Тем, кому Он может доверять. Неприятное откровение. Тем, чьи сердца прошли сквозь огонь и все еще поклоняетесь. Тем, кто сломлен, но не озлоблен. Изранен, но продолжает искать. Если вы слышите это сейчас, значит, небеса доверяют вам Асса. Итак, я спрашиваю вас, будете ли вы доверять небесам, откажетесь ли вы от своей логики ради откровения?
Обменяете ли вы известное на священное неизвестное? Откажетесь ли вы от того, что достаточно хорошо, чтобы унаследовать то, что Богом предопределенный? Потому что твое призвание никогда не влезет в рамки комфорта, ваш завет требует мужества, и это тот момент, когда все начинают меняться, не потому, что Бог наконец-то двинулся, а потому, что ты наконец осознали, что движение уже началось. Мне нужно сейчас вложить в вашу душу одну фразу. Призыв всегда предшествует ясности. У Неемии не было ответов на все вопросы. Иосиф не понимал временной шкалы. Давид даже не должен был быть на поле боя. Но все они откликнулись на призыв. И этот призыв, пусть и загадочный, неудобный и даже болезненный, был ключ до Габаоне, были рождены для этого. Сейчас у вас может не быть полной картины. Вы можете не знать, как сложатся финансы. Вы можете не знать, как проявится исцеление. Вы можете не знать, как откроется дверь. Но если бремя шевелится, это означает, что чудо уже формируется. И если беспокойство растет, это означает, что благословение уже в пути. Духовный дискомфорт – это небесный номер отслеживания, доказательство того, что ваше имя уже есть на посылке. Но вы не можете здесь оставаться. Вы не можете продолжать играть по мелочи. Вы не можете продолжать игнорировать священное волнение в груди. Это не депрессия. Это не страх. Это не замешательство. Это божественное недовольство, и оно пытается подтолкнуть тебя к следующей главе. Ты достаточно долго плакала. Ты достаточно долго мирилась. Ты достаточно долго ждала, теперь пора вставать. Потому что наступил сезон Неемии, сезон восстановления. Сезон, когда Бог говорит: то, что разбило тебе сердце, это то самое место, которое я призываю тебя построить, и Он даст вам все необходимое по мере продвижения. Он пошлет вам помощников. Он откроет двери. Он выделит ресурсы. Но Он ждет, когда ваше сердце настроится на Его лад. Небесное наставление. Итак, вот моральная дилемма и заложенное в ней чудо. Будете ли вы двигаться, не получив ответа на каждый вопрос? Будете ли вы подчиняться, не нуждаясь в аплодисментах? Подниметесь ли вы, даже если руины еще видны, потому что ваше движение основано не на том, что вы видите, а на том, что Бог уже сказал. И Он сказал: ты избран. Ты призван. Ты – сосуд божественного восстановления. Ты – носитель изобилия. Ты – строитель разрушенных стен. Тебе я доверю богатство, благословение и наследие. Поэтому я оставляю вас с этим вопросом, эхом отдающимся в глубинах вашего сердца. Что вы будете делать с перемешиванием, отбросите ли вы его или последуете ему? Заставите ли вы его замолчать или прикоснетесь к тайне? Потому что в следующей части я собираюсь показать вам именно, что делать с перемешиванием, как преобразовать свой священный дискомфорт в ощутимые действия. Как перейти от бремени к созиданию. От волнения к стратегии. От внутреннего конфликта к божественному повелению. И когда мы достигнем этого, что-то произойдет. Разблокировать. А ключ будет передан вашему духу. Но на данный момент прислушайтесь к шевелению. Это не просто эмоция. Это сигнал. И небеса наблюдают за тобой и видят, что ты будешь делать дальше. Закрытые двери – это не конец Божьего плана. Они не приговор вашей судьбе. Они не последняя глава. На самом деле, они часто являются самыми явными признаками того, что Бог действует, даже когда кажется, что ничего не происходит. Возможно, вы недавно оглядывались на свою жизнь и говорили: почему такое ощущение, что все разваливается? Ты пытался распахнуть двери, которые раньше открывались на твои усилия, а теперь они не поддаются.
Ты стучался. Ты молился. Ты ждал. И все же тишина. Но послушай меня, что тишина – это не божественное отсутствие, это божественное ожидание. И саспенс – это лоно чудес. Божественные задержки не являются отказами, мне нужно, чтобы ты запечатлел эту фразу в своем духе. Повтори ее мысленно, божественные задержки не являются отказами, это перестройка. Это защита, облеченная в разочарование. Это замаскированная благодать. Иногда Бог медлит не потому, что ты недостоин, а потому, что Он защита вашего наследства от того, что могло бы преждевременно разрушить его. Поспешное благословение может стать бременем. Преждевременное чудо может стать тюрьмой. Поэтому, когда Бог говорит «и еще нет», Он не жесток, Он стратегический. Подумайте о Джозеф. Каждая дверь, которая закрывалась перед его лицом, не была шагом назад, это был шаг вперед по направлению к дворец, когда братья отвергли его, когда жена Потифара лживо обвинила его, когда виночерпий забыл о нем в темнице, каждое из этих событий было похоже на захлопнувшуюся дверь. Но Иосиф не видел в тот момент того, чего мы никогда не должны забывать. Бог действовал за каждой завесой, во дворце ему не отказали. Он был быть готовым к нему, и, что еще важнее, он готовился к это. И, возможно, именно это сейчас и происходит с вами. Возможно, ваше разочарование – это не признак неудачи, а духовное трение, говоря вам, что дверь, которую вы пытаетесь взломать, вам не принадлежит, и, может быть, то, что вы называете отвержением, Бог называет перенаправлением. Потому что, если Он позволит вам войти в эту дверь сейчас с вашим нынешним образом мышления, вы неправильно справитесь с тем, для чего вы были рождены. Бог любит тебя слишком сильно, чтобы позволить тебе добиться успеха слишком рано. Позвольте мне сказать прямо, не каждая открытая дверь – благословение, и не каждая закрытая – проклятие. Некоторые из вас спрашивали, почему Бог не открывает эту возможность? Почему эти отношения не сложились? Почему сделка сорвалась? Почему исцеление не пришло так, как я молился? И вот в чем правда. Он видит то, чего не видите вы. Он видит ловушку, скрывающуюся за этим предложением. Он видит скрытую бурю за этой улыбкой. Он видит назначение, стоящее за задержкой, и он знает, что если вы доверяете процессу, дверь, которую открытость для вас поможет осмыслить каждое болезненное «нет», которое вам пришлось вытерпеть. Это то, что напряжение путешествия, желая этого сейчас, но нуждаясь в этом позже. И есть что-то священное в сезонах и еще не. Есть что-то святое в промежутке. Потому что именно там вера выковывается. Вот где характер утонченный. Вот где ваша идентичность отделена от твоего выступления. И вот тут Бог доказывает тебе, что ваша судьба не зависит от одобрения мужчины, баланса банковского счета или даты в календаре. Его держит в руках тот, кто видит начатое с конца. Позвольте мне рассказать вам то, чего большинство людей не знают. Если он не открывается, то он вам сейчас не нужен, и если он закрывается, вас зовут куда-то еще. Если же он задерживается, значит, Бог все еще развивает благословение элиты. В любом случае, это не провал, это формирование. Бог не есть автор неустройства, но он является архитектором ожидания. И он знает, как долго он будет скрывать тебя, прежде чем откроет тебя. Вас не забыли. Вас не игнорируют. Вас уважают. Обеспеченный, словно драгоценное сокровище, ожидающее своего открытия в нужный момент. Некоторые из вас рассматривали свою ситуацию и задавались вопросом, почему Бог допускает, чтобы это случилось со мной? Но лучше спросить, что Бог делает во мне через это? Этот сдвиг в восприятии превратит вашу боль в силу. Он поможет вам осознать, что закрытая дверь не причинила тебе вреда. Она тебя спасла, тишина не сломала тебя, она тебя построила. Пауза не остановила твой прогресс,
она определила твою цель. Я хочу, чтобы вы остановились и глубоко задумались на мгновение. Сколько раз вы молились об этом? Оглядываясь назад, вы, радостный Бог не дал вам? Сколько отношений вы пролили слезы, а потом поняли, что они разрушили бы ваш покой? Сколько возможностей вы бежали, чтобы вырвать вас из гармонии с собой? Звонок, твой завет, твое благословение. Понимаете, закрытые двери – это подтверждение, а не проклятие. И если дверь сейчас закрыта, это значит только одно – что-то лучшее уже в пути к что-то большее. Что-то, что соответствует не только вашему запросу, но и вашему утонченная идентичность, ты уже не тот, кем был полгода назад. Ты уже не тот, кем был до пожара. Ты сильнее, мудрее, глубже, и теперь тот вид богатства и изобилия, который Бог готовит для вас, требует от вас той версии, которая была проверена временем, давлением и болью. Не теряй веру в коридоре. Не отказывайся от поклонения в зале ожидания. Не сдавайся только потому, что замок не поддался твоему ключу. Иногда Бог меняет дверь не потому, что вы не правы, а потому, что пункт назначения изменился. Он не всегда дает нам то, что мы хотеть, но Он всегда дает нам то, что мы нуждаться. И самые сильные молитвы – это не те, где мы требуем, чтобы двери открылись, а те, где мы говорим: «Боже, закрой все двери, которые не от Тебя». Даже если я этого хочу. Даже если это выглядит хорошо. Даже если это кажется правильным. И поэтому я спрашиваю вас сейчас с позиции безотлагательности и духовного выравнивания. Оставьте комментарий ниже, расскажите мне, какую дверь Бог недавно закрыл в вашей жизни? Какая задержка сбила вас с толку? Какая битва поколебала вашу уверенность? Запишите это. Не молчите, ваш комментарий – пророческий поступок, знак того, что вы не бежите от задержки, вы переосмысление это. Вы узнаете рука Божья даже в состоянии фрустрации. Вы забираете свой рассказ обратно и помещаете его под небесный свет. Выскажи это. Назови место, где захлопнулась дверь. Это была работа, сделка, связь, надежда, которая тихо умерла, а теперь вернуть себе смысл того момента. Запишите это с верой. Эта дверь не закрыла меня. Она спасла меня. Она направила меня в другую сторону. Она сохранила мое помазание. Она подготовила меня к чему-то большему. Потому что, когда вы делитесь, когда вы комментируете, вы не просто даете показания, вы активирующий, и кому-то другому, пролистывающему эти строки, нужна ваша смелость. Ваша боль. Ваша история. Бог использует ваш комментарий как семя, и урожай надежды-то, что последует далее, будет не только вашим, оно будет умноженное в жизни человека, которому было нужно именно это слово. Так что да, сегодня дверь может быть закрыта. На завет все еще жив, к необещанию все еще витает в воздухе, от неблагословения все еще движется к вам. Доверьтесь задержке. Примите объезд. И помните, Бог никогда не закрывает одну дверь, не приготовив лучшую. В следующем разделе мы начнем открывать эту лучшую дверь. Мы подробно рассмотрим принципы, которые превращают ваши ожидания в принятие, ваше замешательство в ясность, а ваши закрытые двери в чудесное открытие. Но сейчас оставайтесь верными. И оставьте комментарий ниже. Пусть ваш дух говорит, небеса слушают. Когда Бог движется, Он не оставит вас в замешательстве. Он не является автором хаоса или беспорядка. Он – Бог ясности, стратегии, времени и цели. И когда Он говорит, Он подтверждает не однажды, не неопределенно, не шепотом, приходящим в сомнение, а в четкое, многослойное, триадическое подтверждение через Его Слово, через люди и через божественные возможности.
Эти три вместе становятся голосом небес, эхом, отражающимся в ваших обстоятельствах, напоминая вашему духу: «Да, я сказал это. Да, я делаю это. Да, я завершу то, что начал в вас». Бывают моменты, когда открываешь Библию, и прочитанный стих словно сияет, словно огонь. Он проникает прямо в твою нынешнюю ситуацию. Он взывает к тебе по имени. Это не совпадение, это подтверждение. Это Бог, подчеркивая его, зовет посреди хаоса. А потом вы входите в свой день, и кто-то присылает вам сообщение, о котором вы не просили. Голосовое сообщение. Случайный пост. Проповедь. Свидетельство. Что-то, о чем они не могли знать, что оно вам нужно, но оно достигает вас с хирургической точностью. Это второй голос подтверждения людей, отправленных на задание, и вот, как раз когда ваше сердце снова начинает верить, дверь приоткрывается. Появляется маленькая возможность. Телефонный звонок. Разговор. Толчок. Не настоящее чудо, но окно, сигнал, что что-то меняется. Но что вы должны понять сейчас, что такое решающее значение для вашего прорыва, что Бог подтверждает не только через облегчение и благосклонность. Он подтверждает также через сопротивление, через давление. Через противодействие. Да, даже война – это знак, потому что, когда вы приближаетесь к своему обещанию, сопротивление не означает, что вы упустили Бога. Это означает, что вы ужасаете ад, вы приближаетесь к вратам трансформации, а противодействие – это просто доказательство того, что враг видит грядущее, даже если вы этого не видите. Посмотрите на Неемию, когда он наконец выполнил свое бремя, когда он приступил к выполнению задания по восстановлению стен Иерусалима, Бог не просто открыл двери, он также допустил сопротивление. Санавалат, Товия и другие начали насмехаться, угрожать и строить козни против этой работы. Но Неемия понял глубокую истину: сопротивление не является доказательством неудачи, это доказательство релевантности, и он продолжал строить. Одной рукой он работал над делом, а другой держал меч. Он не ждал, пока наступит мир, он действовал в напряжении, он строил во время сражений. И я спрашиваю вас сейчас, что будет ты делать, когда ваше подтверждение оказывается окутанным противоречием? Что вы будете делать, если на той же неделе, когда вы получите обещание от Бога, вы также столкнетесь с духовной войной? Будете ли вы сомневаться в своем призвании? Уйдете ли вы в неуверенность в себе? Или поймете, что это окончательное решение, испытание веры до релиза? Это темная ночь перед рассветом. Момент, когда многие отступают, принимая сопротивление за закрытые двери. Но я говорю вам во имя Иисуса, это не выход. Это ваш порог, это граница между тем, кем ты был, и тем, кем ты становишься. Ты стоишь на последнем испытании. Противник блефует. Он шумит, но проигрывает. Он давит на тебя, потому что знает, что не сможет остановить то, что грядет. Поэтому он попытается отвлекать свою веру, исказить ваше видение и расстроить ваше послушание. И вот почему сейчас, больше, чем когда-либо, вы должны твердо придерживаться подтверждения. Вернуться к стих, который дал тебе Бог. Повторите слова, которые кто-то сказал вашему духу. Вспомните сон. Запишите открытые двери. Потому что это ваши камни памяти. Ваше оружие войны. Когда противник пытается нашептывать, что вы упустили Бога, кричите в ответ каждое подтверждение, которое Он вам дал. Зачем врагу тратить время на нападение на того, кто не представляет опасности? Зачем ему бороться с вашим будущим, если оно не принесет плодов? Зачем ему сеять смятение, если ваша ясность не способна все изменить? Доказательством служит нападение, давление пророческое, боль имеет свою цель, и когда вы начинаете это осознавать, вы перестаете воспринимать сопротивление как наказание,
и начинаете воспринимать его как доказательство. Неемия не остановился. Он не сдался под угрозами. Он не тратил силы на споры с врагами. Он даже не спустился со стены. Он сказал: «Я делаю большую работу и не могу спуститься». И некоторым из вас нужно сказать то же самое. Перестаньте слезать со своей стены, перестаньте отказываться от своего призвания, чтобы объясниться с людьми, которым никогда не было поручено вас понимать. Перестаньте останавливать строительство только ради того, чтобы защитить проект. Бог дал вам это, так постройте это. И да, вы почувствуете тяжесть. Вы почувствуете одиночество этого призыва. Вы почувствуете себя непонятыми. Вы почувствуете противоречия. Но оставайтесь стойкими. Оставайтесь на земле. Оставайтесь в потоке божественного наставления. Потому что сразу за этой битвой прорыв. И когда оно придет не ручейками, а волнами. Оно пронесется над задержкой, над закрытыми дверями, над пустыней и приведет вас в переполненное наследство, которое всегда был твоим завет. Позвольте мне спросить вас следующее. Готовы ли вы пройти финальный тест, испытание, где слово говорит одно, а ваш мир говорит другое? Испытание, где сопротивление нарастает, но дух внутри тебя отказывается садиться к испытанию, где все, что у тебя есть, это шепот Бога и твое собственное дрожащее «да». Останешься ли ты на стене? Будешь ли строить, когда будет трудно? Будешь ли хвалить, когда будет сухо? Будешь ли ты верить, даже если задержка продлится дольше, чем ты отвел? Потому что если вы будете доверять подтверждениям и не поддаваться противоречиям, то вашей наградой будет не просто восстановление, но и продвижение, как Неемия, который не просто восстановил стену, он восстановил народ. Как Иосиф, который не просто выжил в яме, он правил Египтом. Как Давид, который не просто победил Голиафа, он унаследовал престол. И как Иисус, который не просто претерпел крест, он воскрес и теперь правит во славе. Схема последовательна. Подготовка мучительна. Сопротивление предсказуемо. Но обещание неизбежно, и вы сейчас живете в напряжении между подтверждением и опровержением. Это святая земля. Это место, где судьба выкована не в комфорте, а в убеждении. Итак, вот ваш последний тест. Что вы будете делать с сопротивлением? Поддадитесь ли вы страху? Или укрепите свою душу в том, что Бог уже подтвердил? Перестанете ли вы молиться только потому, что враг дал отпор? Или вы будете молиться сильнее? Отступите ли вы от своего видения? Или снова заберетесь на стену и продолжите строительство? Потому что то, что грядет дальше, будет необыденным, не случайным, не выживанием переполняющей, божественной, радикальной, священный. Вечный вид благословения. Это не просто меняет вашу жизнь, это меняет поколение. Итак, послушайте меня. Если сопротивление усилилось, радуйтесь. Если сопротивление усилилось, празднуйте, потому что это означает, что ваша жатва уже близко. Война – это подтверждение. Битва – ваш мост. И Бог продолжает подтверждать через свое слово, через людей, через открытые двери и, да, даже через ваших врагов. Оставайтесь верными. Будьте бдительны. Не отходите от стены. Потому что труба вот-вот прозвучит. Благословения ближе, чем когда-либо. И когда это придет, вы оглянетесь на каждое подтверждение, каждую битву, каждую слезу и каждый момент сопротивления и скажете: все это стоило того. Приготовьтесь. Потому что следующий момент – кульминация обещания. И Бог никогда не заканчивает историю без славы. А теперь, прежде чем мы расстанемся, я хочу, чтобы ты сделал две вещи не для меня,
адляты. Первый. Оставить комментарий ниже и скажите: «Я вхожу в воду», а пусть это будет вашим публичным заявлением, вашим пророческим поступком. Не просто слушайте, отвечать ваш комментарий – это больше, чем просто текст. Это сигнал на небеса, знамя послушания и точка соприкосновения для других, идущих тем же путем. Пусть общество увидит ваше мужество. Пусть Бог увидит вашу веру. И во-вторых, подписаться на этот канал, если вы еще этого не сделали. Не потому, что это модно, а потому, что вас призывают идти в ритме откровения. Каждое сообщение, каждый эпизод, каждое слово, которое здесь течет, является частью божественной последовательности для вашего роста. Ваш путь к изобилию – это не одноразовая молитва, а образ жизни, основанный на пророческом сонастроении. И то, что мы начнем здесь, мы продолжим вместе. В следующем выпуске мы углубимся еще глубже. Вы узнаете, как поддерживать чудака, как только она придет. Потому что та же самая вера, которая открывает дверь, это вера, которая сохраняет поток постоянным, и следующий уровень этого путешествия даст вам стратегии, которые позволят вам не просто получать избыток, но жить в переполнении духовно, эмоционально и финансово. Но до тех пор запомните эту последнюю истину: Бог не вознаграждает потенциал, Он вознаграждает движение. Итак, сделайте шаг. Произнесите слово. И позвольте чуду встретить вас в движении. Вы никогда не должны были просить благословений. Вы были созданы, чтобы ходить в них. А теперь иди. Дверь уже открыта.